Всем привет! У нас начались дожди, сезон дождей. Холодная такая достаточно ветреная погода. Вчера был ливень полдня. Вот, земля очень влажная, но очень быстро все стало зеленеть. Сразу видно, как приподнялась травка. Сижу, работаю и периодически вижу, что приходят комментарии на ютубе. И увидела тут один очень интересный комментарий. Здесь человек пишет: «Здравствуйте, подскажите, как избавиться от страха, что тебя обманут при покупке дома, что останешься и без дома, и без денег». Ну, смотрите, во-первых, хочу сказать, что когда я покупала дом, когда я искала дом, у меня такого страха не было. Почему? Потому что было очень огромное желание наконец-то приобрести себе жилье. И тогда я думала не о страхах, а о том, что именно мне нужно, что именно мне подойдет, чего я на самом деле хочу, где я что-то где-то, ну, может быть, в чем-то ошибаюсь. То есть у меня был огромный такой поиск информации, просто вот включилась поисковая система на все 100%. То есть я собирала всю необходимую информацию, которая только возможно была вокруг меня, впитывала как губка. Вот. И на тот момент страха не было. Но что я хочу сказать, что я хочу посоветовать такому человеку, да, у которого есть такие странные страхи, да. Вообще не странные, наверное, у всех людей такой страх есть. Но почему я называю его странным? Потому что человек, как бы, наверное, не совсем понимает, что именно ему нужно, и поэтому страх. Опять же, я уже говорила где-то в одном из своих аудиоподкастов о том, что страх — это когда у человека не хватает какой-то информации о чем-то, да, когда он находится в абсолютном безведении, когда ему что-то неизвестно, что-то непонятно, где-то есть какие-то пробелы, белые пятна на карте, да, и так далее. Ну, конечно, неизвестность, она всегда страшна. А избавиться от страха очень просто. Убрать вот эту неизвестность. Максимально наполниться информацией о той вещи, которая вас интересует. Ну, в данном случае покупка дома, да. Собственно, со мной случилось то же самое. Я просто впитывала, как губка, я уже говорила, да, информацию. И чем больше я узнавала информации, да, впитывала в себя, тем мне более все становилось понятнее. И, конечно же, страха никакого не было. Ну, то есть прояснялась ситуация, скажем так. Сейчас, знаете, век информационных технологий, найти какую-либо информацию — это, ну, намного проще, чем когда у нас не было интернета. Вот. И потом, до того, как я покупала дом, да, я вообще в своей жизни ни разу никакой недвижимости не покупала. То есть, получается, я просто, вообще ноль была в этом, да. Однако, пока я продавала свою долю квартиры, уже что-то мне становилось известно, да, что-то уже прояснялось. Вот. Что касается технической части, что вот вас якобы могут обмануть, тут, конечно же, нужно учесть юридические тонкости, юридические моменты и воспользоваться услугами юристов, людей, которые в документах разбираются, да, а за это нужно, конечно же, платить денежку. Я немало денег заплатила за работу специалистов при покупке дома. Я уже сейчас точно не помню, но скажу только одно: все вот эти специалисты, которые необходимы при покупке недвижимости, они находятся сейчас в различных сервисах, да. Ну, вот лично я использовала сервис DomClick от Сбербанка. Наверняка, кто занимается недвижимостью, знает, что это такое. Это приложение, ну, такой сервис, который предоставляет услуги людям, которые занимаются покупкой и продажей дома. То есть это комплексная такая услуга, где и юристы, и там кто, я уже не помню, но очень много специалистов, которые занимаются недвижимостью, которые помогают людям покупать и продавать эту недвижимость. То есть вы получаете полный пакет их услуг вот через вот этот сервис DomClick. И, конечно же, не бесплатно получаете, вы оплачиваете их работу, и они все предоставляют онлайн, понимаете? Вот это самое ценное, то, что мне не приходилось ездить по каким-то кабинетам, стоять в очередях, дожидаться, ну, самой как-то разбираться в каких бумажках, каких-то, да, там... Ну, вот это вот, то я не знаю, это я знаю, приезжаю, стою там часами в очередях, а потом оказывается, что какой-то бумажки нет, нужно ехать за ней. Ну, вот понимаете, вот эту бюрократическую тягомотину, все это меня миновало благодаря вот этому сервису DomClick. DomClick от Сбербанка. Это просто приложение, вы его скачиваете к себе на телефон, либо можете скачать на компьютер, и благодаря этому приложению вы оформляете сделку о покупке и продаже недвижимости, там же также загружает документы и продавец тоже, да. В моем случае продавец, скажем так, был тоже достаточно некомпетентен. Даже я, никогда не занимавшаяся покупкой и продажей недвижимости, как бы благодаря вот этим специалистам, которые там обрабатывали сделку, да, я уже узнала очень много интересных нюансов благодаря вот их работе, их отчетам, прям вот в этом приложении, да, в онлайн-сервисе вот этом. И параллельно, попутно даже помогала продавцу этого дома собирать документы, загружать в этот сервис, чтобы нам оформили сделку. То есть, ну, вот так вот, понимаете. Там же можно, если вы берете в ипотеку, там же ипотечный кредит можно оформить в этом же сервисе. То есть все в одном месте и все онлайн. Представляете, какой век мы сейчас живем. И вот здесь вот доля обмана, она просто исключена, понимаете. Там
Этот сервис, он также предоставляет услуги по безопасности, да, то есть перед тем, как я покупала этот дом, я проверяла на качество оформленных документов на этот дом, то есть все документы поднимались по этому дому, и мне юрист писал, где какие есть нюансы, что нужно подправить, что запросить у продавца дополнительно, чтобы не было какого-то там обмана с их стороны, да, и чтобы все было честно, все было прозрачно и на виду, да, грубо говоря, то есть там такие простые документы поднимались там за десятилетия назад, можно сказать, по этому дому. Вот, поэтому мне было не страшно, я просто узнавала все больше и больше интересной информации об этом доме. Вот. Но поскольку я для себя решение уже приняла, как бы, и уже шла просто к цели к своей, да, то есть я дождалась, когда мы все-таки все документы оформили, все, нашли все, что нужно, загрузили, и нас вывели на сделку. Сделка тоже в присутствии юристов, нотариуса заключается, то есть это не вот вы встретились с продавцом дома, да, он вам отдал деньги, и вы пошли, точнее, вы ему отдали деньги, он вам отдал ключ, и вы пошли, значит, жить в этом доме. Нет. То есть это все через специалистов, через юристов, нотариусов, через сберкассу, все через какие-то доверенности, бумаги, все это оформляется абсолютно официально. Вот. И не нужно быть спецом в этом каким-то, да, вам все везде подскажут, все расскажут, как и что. Вы только читайте, да, вот эти отчеты, и даже вот мне, как человек, который никогда не занимался покупкой и продажей недвижимости, мне уже что-то было более ясно, более понятно. И поэтому страха не было, что меня кто-то там обманет. Я видела какие-то красные флажки, скажем так, о которых говорил юрист, и я об этих красных флажках сообщала продавцу. Вот, к примеру, мне юрист сказал, что вот этот дом с участком, который продается, участок был не размежован, да, это, по-моему, так называется. Не было межевания. И был риск того, что эта земля отойдет государству и окажется так, что я куплю, например, дом с участком, а получится, что этот дом стоит на государственной земле, и этот дом мне не принадлежит по причине того, что на него давно не делали межевание, да. Вот. Или вообще он на него, по-моему, не оформил, было межевание когда-то. Вот. И я сказала об этом честно продавцу. Я сказала, что я не смогу у вас этот дом купить, я рискую, пока вы не сделаете межевание. И вот, и продавец пошел навстречу, да, и сделали межевание участка, и тогда все риски там, еще были какие-то риски, о которых юрист говорил тоже, об этом я говорила продавцу, происходил во время сделки, не во время сделки, да, а перед сделкой, когда документы подготавливаются, между мной и продавцом происходил диалог. Вот это меня устраивает, а это меня не устраивает. Если вы сделаете вот так, то я у вас куплю дом. Если вот этого не будет, я, увы, не смогу у вас купить дом, поскольку я рискую. То есть, честно, я просто объясняла ситуацию, да, и тоже вводил в курс дела продавца, потому что он тоже в документах там не разбирался человек, то есть, далек был от всего вот этого, да. В общем-то, и благодаря этому, тому, что я постоянно изучала вот эту информацию в процессе подготовки к сделке, и во время сделки тоже, когда готовилась к сделке, тоже узнавала много интересного. Благодаря тому, что все больше и больше все прояснялось, страха никакого не было. Вот. И просто были иногда кое-какие разочарования, потому что там были какие-то трудности с документами и так далее. Вот. Но, слава богу, я их преодолела, мы с продавцом преодолели вот эти все трудности совместными усилиями, все-таки у нас получилось оформить сделку. То есть тут главное, вот когда вы покупаете дом, если в документах что-то не в порядке, просто ведите диалог с продавцом. И не нужно обвинять продавца в какой-то лжи, в каком-то обмане и так далее. Там с той стороны человек тоже хочет продать дом, у него тоже свой интерес, а у вас интерес купить. Так почему вам свои интересы не объединить? Да у вас же один и тот же интерес. У него продать, у вас купить. И максимально найти компромисс между друг другом. Правильно? Правильно. Вот. Поэтому, если вы вступаете в зону конфликта, встаете в позу обвинителя в том, что человек вас обманывает там, или еще что-то, то, конечно, у вас никакой сделки не получится, и вы так вряд ли найдете себе то, что хотите. Понимаете? И плюс, я уже говорила, тут тоже сыграла роль то, что я выбирала этот дом не столько головой, сколько сердцем. Просто и когда ездила, смотрела дома, я выбирала, я смотрела, а смогу ли я здесь жить? А мое ли это? А нравится ли мне это? Не кому-то там, ни маме, ни папе, ни сестре, а себе, в первую очередь, да? Мое ли это? Я смогу здесь жить? Не смогу, значит, не беру, не покупаю. И так далее. Был один, правда, момент, когда я очень засомневалась, да? Был момент, когда я засомневалась, это когда я смотрела другой дом. Вот. То есть, там продавец, у него был подвешенный язык, он очень так грамотно все рассказывал, и действительно, там был такой достаточно уютный участок, вроде бы уютный дом, но у меня какие-то закрадывались сомнения. В общем, он вкусно все рассказал, показал товар лицом, как говорится, но
почему у меня закрались сомнения? У меня вроде бы душа рвалась, да, вот купить. Мне хотелось скорее найти тот дом, который я куплю. Вот, и такая присматривалась к этому дому, и думаю, ну, мое это вообще или не мое? Вроде все просто классно, ну, со слов продавца, да, просто классно. Вот, а сама сижу и думаю, а смогу ли я, например, жить в доме, в котором еще не сделано водоснабжение? К примеру, зимой, да, там есть этот, как его, источник, хотела сказать, скважина есть, да, но она не обустроена под зимний вариант. То есть зимой ее нужно делать на зиму, чтобы там вода не замерзала. А смогу ли я вообще жить без воды зимой? А где я буду набирать эту воду зимой, да? То есть, ну, там вот были такие нюансы, я прям себе задавала вопросы. Прям вот представляла себе там в том доме, как я там живу, вот здесь будет так, а вот здесь так, а смогу ли я так? Вроде дом красивый, участок хороший, но есть особенности там с коммуникациями, например, да. Потом с интернетом тоже там что-то не лады. Потом рядом с участком там стояла трансформаторная будка, тоже вызывала большие вопросы. Ну, в общем, этот продавец мне потом названивал очень долго, спрашивал, он, по-моему, с агентом недвижимости вместе продавал этот дом, и агент недвижимости мне, ну, очень много звонил, спрашивал: Наталья, как вы решили, не решили и так далее. Я говорила все время: я думаю, я подумаю, я вам позвоню. Вот, и я как бы размышляла, то есть я не кидалась в омут с головой, я очень много размышляла, я впитывала информацию, я изыскивала эту информацию и параллельно смотрела другие дома. Собственно, после этого дома, в котором я сомневалась, я нашла вот этот, который я купила. Да? И вот здесь у меня уже сомнений не было, потому что я как бы уже все поняла, что даже когда я просто зашла сюда, я поняла, что это мое. Вот. А остальное было делом техники, скажем так, и наличием нужной информации. Вот и все, и никаких страхов, что вас обманут, не обманут там и так далее. Мы же не в 90-е живем, не в отсутствии информации, когда там нужно было через каких-то знакомых что-то там добывать, где-то стоять в каких-то очередях, где юристы были куплены. Ну, знаете, сейчас все настолько прозрачно и оцифровано, нужно быть, не знаю, наверное, очень глупым человеком, чтобы дать себя обмануть. Вот. Я вам желаю как бы не бояться, а искать просто информацию, искать нужную информацию, и тогда все будет нормально. Ну вот, пожалуй, на этом все. Надеюсь, что вам аудиоподкаст этот был полезен.